Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня планирую вышивать. Многие из вас ждут моих вышивальных видео. Ну, и наконец-то. Я, если честно, сама соскучилась уже по вышиванию. Наметочку рисунка сделала. По ходу дела буду добавлять, потому что я еще сама точно не знаю, что у меня получится. Но вот как бы вот такого плана. Называется на английский пайсли, а по-русски такой рисунок называют почему-то огурец. Я долго не могла понять, почему огурец. Почему говорят в платье в огурцах? Ну, вообще не огурец же, огурец ровный, зеленый. Пока у меня не появилась собственная дача и не начали расти огурцы, и у которых не хватает каких-то элементов, вот они вот такие вот кривые бывают, что одна часть толстая, вторая тоненькая, загнутая, кончик. И вот тогда я поняла, почему это огурец, почему в огурцах. Вот это я вышиваю тамбурным швом, такая цепочка получается из стежков. Ну, я называю, потому что иногда некоторые присоединяются к каналу люди-новички, и которые хотят научиться вышиванию. Ну, я не то, чтобы прям вот учу, но, по крайней мере, буду по ходу дела хоть что-то рассказывать из того, что... И такие базовые стежки, которые должны быть в арсенале у любой вышивальщицы, даже начинающей. И, кстати сказать, этими стежками можно прям целую вышивку вышить, даже выучив только один стежок. И все равно будет красиво, потому что любая вышивка – это красиво. Так, по ходу дела подрисовываю. Надо было немножечко сделать вот просто 4 лепестка полноценных, а меня что-то понесло не в ту степь. Сделала 3 целых и 2 не целых. Ну, ладно. Вот это вот стежок называется стебельчатый, сейчас вы видите. Этим стежком часто очень стебелечки всякие. Но вообще они очень удобные, эти стебельчатые стежки, потому что их можно завернуть в любом направлении, и этот поворот будет выглядеть красиво. Для извилистых всяких линий он очень хорошо подходит. Вот здесь вот я тем же самым стебельчатым стежком вышиваю лепесточки, и выходит очень аккуратно. Я, кстати, вспомнила, у меня когда старший сын родился, мне свекровь подарила одеялко детское такое тоненькое, очень приятное, мягенькое, такое, ну, не фланелевое оно было, а какое-то вот, ну, очень хорошее. И я на нем тоже пыталась вышить, но я тогда не знала ни стежков, ничего. Я просто какие-то цветочки, василечки, красненькие, синенькие навышивала, и все равно было очень красиво. А когда знаешь какие-то уже фокусы, да, какие-то стежки определенные, то получается вообще просто классно. Я каждый раз вышиваю и каждый раз удивляюсь, что получается какая-то неземная красота из ничего. Да, вот нитки, иголки, руки и время, конечно. На вышивание нужно время. Я знаю, мне очень многие пишут, что ой, очень хочется, но нет времени из-за работы, там домашние дела, там, ну, хозяйство у кого-то. Ну, когда-то придет время такое, что у вас оно появится на то, чтобы заняться чем-то таким вот увлекательным, каким-то хобби, шитьем, вышиванием, вязанием, ну, любым рукоделием. Это приходит у всех в основном с возрастом, появляется время. Ну, дай бог, чтобы и здоровье осталось к этому моменту у всех. Кстати, о здоровье. Вы помните же, что я планировала подарок от вас, который мне на день рождения подписчики прислали деньги, и я планировала купить подарок. Но я, девочки, сейчас занялась своими зубами, мне выкатили такой ценник, конский просто. Вообще можно чугунный мост купить. А мне надо зубные протезы ставить. Ну, не хочется мне, конечно, шепелявить, озвучивая видео. Ну и хочется, конечно, быть с зубами. Мне вот на прошлой неделе удалили 2 зуба. Будем потом ставить на это место импланты. Я неделю целую антибиотики после этого пила, потому что заболело все. И голова, и ухо, и горло. И, ну, все, что в голове есть, все заболело.
Вот. И, ну, ценник вообще ужасно огромный, а мне надо делать не только эти два зуба, а практически всю верхнюю челюсть имплантировать. В результате я решила, что вот эти деньги, которые вы мне прислали, я их пущу вот на то, чтобы хоть чуть-чуть мне добавить к тем деньгам, которые мне понадобятся на зубы. И они будут всегда со мной, я их буду очень ценить. Ну, это действительно так. Просто реально, у меня денег на все зубы мне даже не хватит. Мне, наверное, придется это все делать такими частями, растянутые на пару лет, наверное, пока я зубы сделаю себе окончательно. Потому что пока что у меня только 2/3 денег на то, что нужно. И это совсем не самая первая необходимость. Ой, надеюсь, у вас все в порядке. Мне маме 89 лет исполнилось в конце декабря. У нее еще есть свои зубы, и она не имплантирует. Передние все у нее, и жевательные есть. Ну, короче, у нее дело лучше, чем у меня обстоит с зубами. Вот. Ну, пожаловалась, короче. Но я думаю, что у моих подписчиков, у многих такая же проблема. Вы меня понимаете, и я вас очень тоже понимаю. Но не будем о грустном. Значит, здесь я опять продолжаю. Я уже вам тут забыла говорить название стежков. Вот эти кругляшочки такие, это называется французские узелки. Это из того, что я вижу. Здесь я опять стебельчатым швом вышиваю. Конечно, бывает, что и путаются нитки при вышивании. Вот этот, я не помню, по-моему, это называется критский шов. Вот такой вот. Такими вот. Я еще его называю обметочный, но, по-моему, у него еще есть название критский, если я не ошибаюсь. Если кто-то знает, напомните, напишите в комментариях. Вообще для вышивания, конечно, нужно настроение какое-то особое, и при этом само вышивание придает медитативное настроение такое. Сидишь, делаешь красоту, наслаждаешься. Включу какое-нибудь иногда видео, чтобы мне оно фоном было, или телевизор, если какая-то передача интересная. Вообще, конечно, мне это очень нравится. Я привыкла без наперстка, поэтому у меня время от времени мозоли появляются от того, что я вышиваю. Но наперсток мне вообще мешает. Хотя многие мне пишут, что Лена, давайте, используйте наперсток, это дело привычки, вы потом привыкнете. Совсем мне настолько он мешает, что мне не привыкнуть. Вот здесь вот уже, смотрите, просто обычный стежок иголкой назад, и потом вот такая вот петля с закрепом, и опять вперед иду, то есть иголкой назад, и опять петля с закрепом. И в результате получается такая прожилочка у листочка. Я использовала здесь 3 разных зеленых цвета, если вы обратили внимание. И вот это очень, по-моему, симпатично получается. Эта вышивка у меня еще не закончена, я имею в виду. У меня тут еще целый кусок не вышитый на этом куске ткани. Вот так вот пока что получилось. Но у меня впереди еще, я думаю, что, наверное, парочку еще видео я буду вышивать. Ну, по-моему, получилось очень симпатично. И плюс я еще тут добавлю разных вышивок в следующих видео. Мне кажется, хорошо и красиво. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, конечно, если вы еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.